Здравствуй, дружок! В эфире рубрика «Вопросы и ответы» с Машей Ермолиной. Ну а если серьезно, мы в течение недели собирали ваши вопросы лично для меня, на которые я сейчас отвечу. Лучший вопрос получит обалденный подарок от Virtus.pro, я попозже об этом расскажу. Итак, первый вопрос. Илья Серухин пишет: с игроками какой команды больше всего общаются медведи? Вот буквально на днях мы об этом говорили с Лешей Березиным. Ребята не общаются особо много с игроками других команд, они общаются друг с другом, все свободное время они проводят вместе и как бы этот стройный круг стараются не разрывать. Вот. Значит, следующий вопрос. Миша Петров пишет: с кем дружит Рамзес больше всех из команды? Рамзес дружит с Артстайлом, с Ваней, потому что Артстайл его крышует, он его старшой, вот, все время Роман старается проводить как можно больше с Артстайлом. Итак, дальше пошли уже, наконец, вопросы мне. Да, кстати, не нужно было писать вопросы лично для игроков, нужно было писать вопросы, которые адресованы мне, поэтому отвечать я буду только на эти вопросы. Тоша Жуков: кто тебе больше симпатичен из игроков? Расскажи смешную историю из школьных годов, а также про первую любовь. Так, начнем по порядку. Больше всего симпатичен из игроков, ну, я даже не знаю, я люблю всех ребят, они классные во всех дисциплинах, и в дота-составе в том числе. Вот, все они у нас хорошие, замечательные. Со всеми я примерно в равном количестве времени стараюсь общаться. Вот. Смешная история школьных годов. Мы однажды с ребятами устроили где-то в классе в 8-м супервечеринку у одного из наших одноклассников, который жил через стенку с нашей математичкой. И когда она внезапно решила устроить рейд в этой квартире, мы, значит, перелезли на балконе за перила, держались вот так вот, все висели, пока она не закончила осмотр помещения. Было забавно, было страшно, забавно, но шалость удалась. И про первую любовь. Что? Я была влюблена в классе 7-м, наверное, в 11-классника, который ходил с очень модной прической, как у Джастина Тимберлейка и Брэда Питта в то время, вот в том далеком 45-м году. Он был милированный, я думала, что это вот потолок, это может быть только самый красивый человек с такой прической. Бегала за ним, бегала на этажи, где у него уроки, а он был Дедом Морозом в школьном театре, а я танцевала в школьном театре. Вот. Три года я бегала за этим мальчиком. Катерина Хорошая пишет: Мария, дай каждому характеристику одним словом. Ну что, Леша Березин — отец. Я думаю, что этим вообще все сказано. Да, Соло — это отец. Лил, как он сам говорит, депрессивный реалист, еще очень творческий человек, и у него очень хорошо развито философское мышление. Вова Нунчик очень сдержанный, очень сосредоточенный, очень переживает всегда за игровой процесс, за результат команды. В общем, он такой серьезный парень. Рамзес, мне кажется, его можно описывать вот всеми милыми словами, которые вот мы знаем. Вот все, что касается маленьких котят, детей, вот, не знаю, всего самого прекрасного, мороженки, вот это вот все слова про Рамзеса. Паша. Паша отлично говорит, Паша очень рассудительный, Паша скромный и такой вот хороший, взрослый, серьезный человек. Салли Эрна пишет: насколько много нецензурщины в словах ребят во время игры? Есть ли в общении игроков во время матча какие-то интересные моменты или все происходит сухо и буднично? Ну, я вот недавно 10 часов провела с ребятами в практис-рум на КВ, и тоже ожидала, что, может быть, будет много нецензурщины, может быть, ребята будут как-то пререкаться. Нет, такого совершенно нет. Ребята общаются очень много, действительно разговаривают много, о каждом своем действии друг другу постоянно сообщают, причем делают это в довольно такой теплой, дружественной форме. И если даже кто-то как-то там психанул в шутку, кого-то обидел, то сразу же перед другом все извиняются. Леша Соло, если даже какие-то непонятки, сразу же все расставляет на места. Вот. А так у парней на матчах в общении всегда очень тепло, весело и хорошо все. Так, Сергей Левинец или Левинец пишет: каково это находиться 24/7 в окружении от них мужиков? Вот, хороший вопрос, кстати. Это, наконец-то, вопрос, опять же, адресованный мне. Мы вот недавно с Ромой Дворянкиным посчитали, что в моей жизни появилось, если так со всеми составами посчитать, 15 новых друзей, пацанов. И действительно очень много времени я провожу в командировках непосредственно только с мужиками. Я не могу сказать, что это плохо. Я, в принципе, не особо дружу с девочками, я больше как-то вот, у меня больше друзей парней.
Это здорово, всегда есть кому открыть себе дверь, всегда есть кому принести тебе стакан воды. И это хорошо, это удобно, очень много шутим, постоянно друг друга все подстебывают. Я очень люблю жестко пошутить, и с парнями это легко делать. С парнями комфортно, с парнями легко, просто нет никаких там двойных стандартов, нет никаких недопониманий, обиженок. С парнями легче, объективно. Поэтому 24/7 в окружении одних мужиков вот нормалек. Вика Линк пишет: Мария, честно, поддерживала ли ты Virtus.pro до того, как тебя приняли к ним на работу? Честно, я о киберспорте знала очень мало до того, как начала работать в Virtus.pro. Не знаю, говорила ли я уже, или, может быть, кто-то пропустил, но в Virtus.pro меня взяли не за киберспорт, не за какие-то заслуги в одной из дисциплин. Меня взяли как человека телевизионного, чтобы я делала контент. Это первостепенная моя задача, поэтому я не могу сказать, что я как-то хорошо разбиралась в киберспорте, тем более там, отдавала предпочтение каким-то командам. Единственное, что до работы я работала на другом канале и хотела очень сделать программу про киберспорт, и поэтому довольно часто писала в Virtus.pro, потому что как раз про эту команду хотела снимать, поэтому более-менее я была в курсе происходящего, но вот с тех пор, как попала в Virtus.pro, стала частью этой команды, конечно же, очень люблю, очень поддерживаю, потому что даже не столько за игровые какие-то моменты, не столько за заслуги какие-то матчевые, больше как людей, потому что ребята действительно во всех составах, все замечательные люди. С ними очень легко, хорошо и невозможно их не любить. Гоша Ахмедшин: когда Маша перекрасит волосы в оранжевый цвет? Знаете, я вчера у Романа Дворянкина попросила разрешения немножечко сменить имидж. В скором времени это произойдет. Оранжевый, не оранжевый, посмотрим. Хотя вчера была такая тема, что если ребята выиграют мажор, то мы все перекрасимся в оранжевый цвет, скорее всего. Вот, но в скором времени будем перекрашивать, наверное, все-таки. И вот последний, видимо, вопрос от Аины Жилинской или Жилинской. Многие девушки хотят быть на твоем месте. Этому есть 3 причины. Первая причина – это работа, мечта любой дотерши. Вторая причина – это твой жених. Всем бы такого жениха. Третья причина – это твоя внешность. Из всего вышесказанного появляются вопросы: как добиться всего этого? Расскажи, как добилась всего этого ты, как так получилось, что твоя жизнь связалась с киберспортом? Ты творческая личность. Не хотела ли бы ты записать свой альбом песен? Не хотела бы опубликовать сборник своих стихов? Огромный вопрос, отвечу на все подпункты. Работа мечты, как я ее добилась? Я работала на другом телевизионном канале, и меня мой одногруппник однажды, одним прекрасным днем, отправил просто срочно на сайт, где была анкета, заполнить ее нужно было на прохождение в кастинг. Я что-то там приложила одну из своих работ, заполнила анкету. Потом меня позвали на кастинг, я его прошла. Там было несколько этапов прохождения этого кастинга, в том числе с английским языком было связано несколько моментов. Ну, в общем-то, после этого мне предложили работу. Поэтому не могу сказать, что я как-то очень долго штурмовала офис Virtus.pro. Просто я до этого очень много работала в телевизионной сфере, поэтому, видимо, меня и позвали. Очень хороший вопрос. Вот последний подпункт. Не хотела ли бы ты опубликовать сборник своих стихов? Хотела бы, и в этом году я это сделаю. Заключила сейчас договор с одним издательством, и в этом году сделаю сборник своих стихов. Как говорится, не киберспортом единым полнится моя жизнь. Вот, на этом все. И по итогам, собственно, всех присланных вопросов я точно определилась с победителем нашего небольшого розыгрыша. Аина Жилинская получает от нас мышку, игровую мышку, которую ребята играют здесь на мажоре. Мышка будет с автографами. Я у кого-то обязательно ее украду и привезу в Москву и отдам тебе, Аина. Ты, может быть, заберешь ее в офисе или как-то мы тебе ее отправим. Вот. Объясню почему. Потому что вопрос, наконец-то, хороший, развернутый и для меня, а не для, например, Рамзеса. Вот. На этом все. Я думаю, что мы еще будем делать такие же рубрики, может быть, со мной опять же, может быть, с игроками. В любом случае, спасибо вам за вопросы. Я надеюсь, что вам понравились мои ответы.